Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталих Анкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Я вам расскажу, как я понимаю эти слова. Вкусная и здоровая пища – это пища, которая дает мужчине энергию для трудовых подвигов. Это пища, в которой содержится достаточно калорий, всех питательных веществ. Это пища, которую настоящий мужик не должен есть без хлеба. Это пища, которая готовится в настоящем казане, на настоящем мангале и в настоящей печи. Сегодня я хочу приготовить не просто вкусный обед, а обед, к которому будет подан домашний хлеб. В этой печи только что закончили выпекать пиццу. Она постепенно остывает, и в ней образуется температура, идеальная для выпечки хлеба. Если в печи температура 250 градусов, и она постепенно, примерно за час остывает до 180, то хлеб обещает получиться очень вкусным. Точно таким, как у бабушки в деревне. Ну, а у меня у самого уже внуки, поэтому этот хлеб, я надеюсь, их порадует. Они потом когда-нибудь будут вспоминать. Вот у дедушки на даче был хлеб так хлеб из настоящей печи. Для начала необходимо сформировать будущую буханку. Вот она какая. Здесь тесто целый килограмм. И чтобы тесто получилось румяным, красивым, я смазываю яичным желтком. Очень острым ножом я надрезаю тесто, иначе оно все равно порвется во время выпекания. Ведь тесто будет подниматься, распухать, корочка-то и лопнет. Ну а теперь разве что присыпать чем-нибудь вкусным, ароматным. Вот, например, кунжутом и нигеллой. Кунжута чуть больше, а нигеллы чуть меньше. Буквально по щепоточке на каждую дольку хлеба. Кажется, все готово. Хлеб можно сажать в печь. Но сначала я хочу раздвинуть тлеющие угольки как можно дальше от хлеба, чтоб хлеб по краям не подгорел. Посмотрите. То место, где будет лежать буханка, необходимо подмести метлой, чтобы пепла там не осталось. Ну все, отправляем хлеб в печь. Дымоход необходимо перекрыть для того, чтобы из него не выходил ни жар, ни особенно пар. Ведь сейчас хлеб начнет подсыхать, и печь заполнится паром. При помощи пара тепло легче передается от разогретого купола, от разогретого пода к более холодному тесту. Вспомните русскую баню или сауну. Пока сидишь в сухой бане, все в порядке. Ковшик 2 плеснул водички на камни, и становится нестерпимо жарко. Вот хлебу сейчас станет очень жарко от того пара, который он сам и выделит. А нам пора заниматься мясом. Ну вот и продукты для нашего следующего основного блюда. Раз печь разогрета, надо использовать ее энергию по максимуму. Будем готовить мясо с овощами. Что получится, то и получится. Вот для начала я полью маслом лук. И весь лук в форму. Именно в этой форме все и будет запекаться. Поверх лука, разумеется, его сестру, морковку. Нарезаем длинными, но тонкими ломтиками. Раскладываем. Не помешает посолить и приправить зирой. Поверх лука и моркови мясо. Обратите внимание, что мясо здесь у меня двух сортов. Есть ребрышки совершенно без жира и есть почечная часть.
очень жирная. Все то, что жирненькое, уложим сверху, а постные ребрышки уложим снизу, под слоем овощей. Вот оно как получается. Посмотрите, красиво? Слой мяса тоже необходимо посолить и приправить. Черный перец, понемногу кориандра и зиры – это то, что может украсить любую баранину. По чуть-чуть, понемногу, не перебарщивайте. Ну, теперь какие-то другие овощи. Баклажаны попались красивые на рынке. Ну, почему бы их сюда не добавить? Баклажаны и баранина сочетаются отлично. У меня полно еще и других вкусных продуктов. Например, болгарские перцы. Очень ароматные, осенние, поспели как следует. Поверх перца спелые-приспелые помидоры. Чесночок да перец для аромата. Запах сразу на весь двор. Но это еще не все. Самое ароматное впереди. Вот сейчас. Только перчики разложу. Готовится-то все для мужчин. Съемочная группа у нас вполне мужская. А самое ароматное, вот оно. Мясо от почечной части с жирком. Именно бараний жир в сочетании с овощами, специями, травами и создаст характер этого блюда. Верхний слой мяса, разумеется, тоже требует соли, перца и специй. Посмотрите, что у меня осталось. Тимьян и розмарин. Мне кажется, эти травки придадут необыкновенный шарм нашему блюду. Я когда шашлык из баранины готовлю, подкладываю розмарин прямо в уголь. Он сгорает и обдает баранину необычно приятным запахом. Надеюсь, нечто подобное получится и сегодня, когда мясо будет запекаться в печи. Вот так. И будет хорошо, если мы подольем прямо в форму грамм 100-150 воды. Знаете для чего? Для того, чтобы пар как можно скорее начал образовываться. Потом овощи свой сок дадут, и это блюдо будет заполнено очень вкусным бульоном, очень вкусным мясом и очень полезными овощами. Ну а теперь давайте посмотрим, как там хлеб в печи. О! Посмотрите, посмотрите, какой класс! Посмотрите, как это здорово! Вот что я имею в виду, когда говорю здоровая пища. Хлеб, так здоровый хлеб. И чтобы он не отпотел, чтобы он не стал квеклым, накроем его салфетками. Пусть полежит, подождет, пока приготовится мясо и картошка. Да-да, у нас будет еще и картошка, да еще какая картошка! Невероятно вкусная! Эту картошку слегка 5-10 минут отварили и смазали сливочным маслом. А теперь ей предстоит постоять в печи до тех пор, пока мясо не приготовится. Вы представляете себе, какой получится эта картошка? Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу,
Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Ну вот и все. А теперь надо зарядиться терпением. Надо ждать. Ну вы же знаете, когда готовишь что-либо в печи, то непременно надо долго ждать. Долго ждать, пока не придет аппетит. Часа 2, как минимум. Эх, вы бы знали, каким запахом покрыт буквально весь участок. О, какая роскошная картина. Ну что, пожалуй, что пора доставать. Пожалуй, что пора пробовать. Вы только полюбуйтесь. Вы только полюбуйтесь. Какая получилась картошечка. Ну а следующее блюдо. Вы не представляете себе, как это выглядит. Ох, бульон. Бульон аж через край переливается. Ну надо постараться. Надо постараться вынуть его аккуратно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ах. Посмотрите. Посмотрите. Полюбуйтесь. Подсохший и едва ли не вспыхнувший розмарин я сейчас уберу. Он мне больше не нужен. Он свой запах, он свой вкус блюду уже отдал. Но это же еще не все. Нас же ждет еще хлеб. Знаете, а ведь он еще горячий. Прекрасно. Нарезаем. Вот он какой. Очень плотный. Настоящий деревенский хлеб. Ну, а кому горбушку? Сначала картошечку. Раз картошечка, 2 и 3. Пожалуй, что на одну порцию более чем достаточно. Однако все масло собралось на дне, а не мешало бы им полить картошечку. Очередь мяса и других продуктов. Кусочек от спинки, отличный ломтик помидора, острый перчик,
несколько ломтиков баклажана. Баклажаны и баранина отлично сочетаются во многих блюдах. Так что же, вы думаете, здесь будет не так? И немного бульона, чтобы было куда хлеб обмакнуть. Посмотрите, сколько бульона. Да здесь просто шурпа образовалась настоящая. Надо было брать суповую тарелку. Да, впрочем, какая разница? Вот то, что я сегодня приготовил, я и называю вкусной и здоровой пищей. Приятного аппетита, дорогие мои!